Доброе утро, 16 июня, бегу на курсы, буду сегодня презентовать свое резюме второму куратору, русскоязычной женщине. Напоминаю, что в пятницу мне Тадеуш, второй куратор, сказал, что с таким резюме, как у меня, можно найти хорошую работу, и не стоит мне здесь как бы терять время, мне нужно идти учиться на B2, то есть мне нужен язык. Вот, пообещал, что во вторник, когда будет его смена, опять он свяжется с джоб-центром. Ну, а сегодня смена русскоязычной женщины, посмотрим, что скажет она. Послеобеденная прогулка моя. Иду сегодня не один гулять, а с ребенком. Младшая дочка со мной пошла, захотела прогуляться немного. Это, конечно, очень удивительно. Вот. По поводу курсов сегодняшних. Значит, что там было? Целый день меня игнорила куратор мой, занималась другими ребятами, нас сейчас много. И была у нее там напарница какая-то, немка. Эта напарница, кстати, мое резюме открыла, что-то там поправила, пару знаков препинания туда-сюда, ничего особо не сказала. Ну, просто она подошла ко мне, говорит, я готов, этот Лебенслав. Говорю, да. Она открыла, посмотрела, что-то там стерла, что-то передвинула, и на том и все. Ну, в итоге уже под конец дня я сам подошел к этой русскоязычной женщине, говорю, посмотрите резюмешку мою. Она говорит, да, конечно. Ну, в общем, дал ей, она открыла, говорит, что-то как-то много у тебя всего тут написано. Ну, а у меня там на 1,5 листа, условно говоря. Я говорю, ну, это же можно там пробелы убрать туда-сюда, все его скомпоновать. Я говорю, ну, тут вся моя трудовая деятельность, она как бы там вся логичная, вся в одной сфере, и как бы чего-то убирать там, ну, я не могу. Она идет последовательно и так далее. Она, ну, да, в принципе, нормально. Ну, и тоже начала там что-то менять местами ГМБХ, допустим, у меня стоит сначала, потом там название этого ГМБХ, она говорит, это надо в конце. Вот у тебя есть город, область убери, типа, ну, такое, короче, вкусовщина, как говорится. Ну, на мой взгляд. В общем, это она там что-то подвигала, в итоге у нее не получилось это все сбить на одну страницу. Я говорю, да, типа, вы не парьтесь, я все это сам сделаю, потом, типа, ну, зачем вы теряете время на это. Вот. Ну, и рассказала ей про этого ее коллегу. Говорю, мне Тадеуш сказал, вот, типа, у тебя такое резюме, ты можешь просить B2, я там завтра позвоню. Ну, он, Тадеуш. Она говорит, да, понятно. Я говорю, а вы как-то с ним, ну, типа, синхронизируйте свою деятельность по поводу меня. Она, да не, у нас типа каждый, типа у каждого свой подход, все такое. Вот, поэтому что, садись, посиди пока, посмотри, тут вид хороший. Вот, поэтому, говорит, нормально. Если он так сказал, пускай делает, типа все нормально. Это уже вот было в конце дня учебного, поэтому больше ничего она мне толком и не сказала. Ну, вот, по резюме такие новости. Что там будет завтра, будем смотреть. Опа, я уронил водичку ребенка. Держал за крышку, она вывалилась. Ё-моё. Ну хорошо, хоть не улетела с обрыва прямо в речку. Туда могла вниз укатиться. Мне повезло. Ой, я сейчас сам полечу. В руке. В одной телефон, во второй бутылка, я лезу по скользкой траве. Красавчик, короче. Вот, это касаемо работы. А по поездке нашей, это с этим же ребенком еду, которая со мной гулять пошла. Значит, по поездке забронировал я сегодня последнее жилье и уже оплатил, потому как не было варианта оплатить позже. Вернее, я 2 брони ставил, которые с дочкой начал согласовывать, и она все забраковала. Ей хотелось там, чтобы были некоторые нюансы ее пожелания, скажем так, и пришлось найти 3-й вариант, который вот это я и оплатил. Но он действительно неплохой. Это будет не Люрет де Мар и не Пинеда, а, короче, другой городишко, тоже там рядышком. Вот, я разобрался, что такое Коста Брава, что такое Коста дель Месмерес, или как-то так. В общем, в чем разница, где одно начинается, где другое заканчивается. В общем, теперь я знаю это испанское побережье уже немножко
Вот. Ну, осталось теперь дело за малым: распланировать подробнейший маршрут с тем, как мы где ездим, как мы чем платим и так далее, проездные, рейсы, и все это записать в шпаргалку такую, которую всегда можно будет открыть и посмотреть, что мы делаем в этот момент, где мы там, куда двигаемся дальше и так далее. Ну, вот такие новости на сегодня.